Приветствую вас на канале Zootop. На канале, где мы покажем вам животных с совершенно неожиданных сторон. А сегодняшняя подборка посвящена битвам животных и охоте хищников. Не забудьте оценить наши старания лайком или же дизлайком. А мы начинаем. Царь зверей решил пообедать свининой, но бородавочник успел забежать в довольно глубокую нору, поэтому царю придется изрядно запачкаться, но он не привык отступать. И вот она, желанная добыча. А надежда кабанчика на долгую и счастливую жизнь с каждой секундой тает, как остатки снега в конце весны. Льву осталось крепко сжать горло своей жертвы и держать до тех пор, пока кабанчик не перестанет дышать. Ну вот и все, время бородавочника кончилось. Дальше большая кошка отнесет тушку кабанчика в укромное место, если он одиночка, или же в свой прайд к своей семье. Два льва нашли в реке возле берега тушу гиппопотама и уже были готовы приступить к поеданию. Как вдруг одного царя зверей с мутной воды атаковала большая рептилия. Львы здраво рассудили, что водоем — это все же стихия крокодила, и решили оставить тушу и уйти. Во многих зоопарках особым спросом пользуется у посетителей именно время кормления хищников. Вот тут как раз такой случай. Большая рептилия доедает свинью, точнее ее голову. Поражает размеры окровавленных зубов. Ну и ужасные звуки. Вы только послушайте. Большое стадо антилоп гну пришли на водопой, и когда травоядные подошли к самой воде, одну из них атаковал огромный крокодил. Схватив свою жертву, крокодилы в таких случаях утаскивают их под воду и удерживают их там, пока жертвы не перестанут дышать. Рыбаки поймали рыбку приличного размера, но они никак не ожидали, что на ихнюю рыбку уже открыла охоту большая белая акула. Я думаю, что люди не жалеют о потере трофея. Ведь взамен они получили большую кучу эмоций и адреналина. Царь зверей увидел, как жираф лежит и отдыхает на травке. Именно в таком состоянии длинношеей является самым уязвимым. Лев решил воспользоваться ситуацией и напал на него. Хищнику главное не дать жертве подняться, тогда она не сможет отбиться от агрессора. И по всей вероятности у этого большого кота сегодня будет удачная охота. Акуленок, убегая от крокодила, выпрыгнул аж на берег. Но, к сожалению для него, большая рептилия с легкостью достала грозу морей и там, после чего крокодил вернулся обратно в воду и спокойно пообедал своей жертвой. По-настоящему эпичная битва состоялась в темное время суток. Закусились между собой два гиганта животного мира, это слон с носорогом, выясняют отношения. Единственный шанс для носорога победить своего соперника – это попасть рогом слону под шею. Но в этой битве ему не повезло. И в связи с явным преимуществом элефанта, живой танк решил дезертировать. Но тут мы точно не знаем, то ли автомобиль сбил Сахатова, а косолапый пришел на все готовенькое, то ли медведь завалил лося самолично. Но так или иначе, хищник при добыче. Единственное, это ротозеи с окон автомобилей очень раздражают его. К слову, Сахатый еще живой, но уже самостоятельно подняться не может. Да и медведь ему не даст это сделать. Он все пытается переломать позвоночник своей жертве. Но зрители все же достали, и косолапый хищник решает оставить добычу. Я думаю, что он планирует в ближайшее время за ней вернуться. И снова львы против жирафа. Только на этот раз несколько львиц открыли охоту на длинношеего детеныша. Хоть и на первых минутах атаки мама жирафа пробовала защитить своего отпрыска, но когда угроза ее жизни стала реальнее, мамаша тут же слилась. А бедолага-жирафенок Сказ уже оказался в зубах большой кошки. Невероятно красивая атака леопарда на капибару. И как всегда, хищник безупречен, жертву даже вода не спасет, поскольку именно этот вид большой кошки неплохо плавает. Жаль, конечно же, этого грызуна, а особенно малышей, которые после этого случая стали сиротами, и вряд ли они выживут без мамки. Львиный прайд напал на стадо буйволов. Точнее, они не все стадо атаковали, а выискивали больного или слабого травоядного, но стадо остановилось. И самые смелые и сильные начинают атаковать хищников и отбивать сородича. После чего некоторые из больших кошек срочно начали отступать, а кто не успел, те начали отгребать от рогатых по полу. На островах Индонезии самыми крупными хищниками считаются комодские вараны. Они охотятся на оленей, азиатских буйволов и местных свиней. Некоторых своих жертв они поедают практически живьем. 75% жертв погибают от укуса варана и, соответственно, от потери крови через 30 минут. Еще 15% через 3-4 часа от яда, выделяемого его слюнными железами. Эта атака тигра на домашнюю корову продлилась всего несколько секунд.
Рывок большой кошки, дальше корова увидела, запаниковала и, убегая, споткнулась и упала. Теперь, как говорится, кушать подано. Здесь сошлись два хищника, которые находятся на вершине пищевой цепи. Точнее, это львиный прайд в составе 5 львиц против крупного одного крокодила. И нетрудно догадаться, что большой рептилии пришлось отступить. На этом все, мы закончили. Не забудьте про лайк, коммент и подписку. Всем пока!